Упал пассажирский самолет с россиянами, взрыв в торговом центре и приезд Путина парализовал Петербург. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. В Казахстане упал самолет компании Азербайджан Airlines, который летел из Баку в Грозный. Катастрофа произошла в казахстанском аэропорту Актау. По данным Минтранса Казахстана, на борту было 62 пассажира, из них 16 россиян и 5 членов экипажа. Как минимум 28 из них выжили. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщил местный Минздрав. Самолет упал. Куда? Туда оттащим подальше. Ноги. Подожди, сиди. Сиди, пусть сидит. Тут люди упали. По данным сервиса Flight Radar, перед падением самолет кружил над аэропортом. Телеграм-канал «Авиаинцидент» сообщил, что судно подавало сигнал СОС в связи с отказом системы управления. Вторая версия – борт столкнулся со стаей птиц. В управлении здравоохранения Мангистауской области, где и упал самолет, заявили, что на борту взорвался баллон с кислородом. На кадрах видно, что сильнее всего пострадала передняя часть самолета. Ей он скользил по земле. Большинство выживших сидели в хвосте. На месте крушения работают спасатели, медики и психологи. Во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» утром 25 декабря прогремел взрыв. Вот она горит. Она рванула. Что там рвануло, хрен его знает. МЧС сообщила об одном погибшем и 2 пострадавших. Погибла уборщица, которая пришла на смену пораньше. Официально эта информация пока не подтверждена. «Известия» же со ссылкой на источники пишут о 8 пострадавших. Посетителей в ТЦ в момент взрыва не было. По предварительной информации рвануло в одном из заведений фудкорта на 4-м этаже. Следственный комитет на Новоязе объяснил причину взрыва хлопком газовоздушной смеси. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло, однако, заявил, что здание не было газифицировано. Взорваться мог газовый баллон. Пожар, распространившийся на 800 квадратных метрах, был оперативно потушен. Причины произошедшего уточняются. Российская армия ранним утром 25 декабря нанесла массированный удар по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по стране было выпущено более 70 ракет и более 100 беспилотников. Воздушная тревога звучала во всех регионах страны. Целью атаки были объекты энергетики. Только в Харькове за 26 минут прогремело 11 взрывов. В городе пострадали 6 человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал об одном погибшем в результате удара по объекту энергетики. В Харькове и Днепре теперь наблюдаются перебои со светом, пишет издание «Суспильня». Энергетическая инфраструктура также повреждена в Винницкой области. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что под удар попали теплоэлектростанции энергетической компании «ДТЭК». По его словам, оборудование серьезно повреждено. Накануне в Сочельник российские военные ударили по Кривому Рогу. В результате обстрела обрушился подъезд жилого 4-этажного дома. К этому моменту аварийно-спасательные работы завершены. Пострадали 17 человек, в том числе ребенок. 1 человек погиб. В свою очередь ВСУ в ночь на 25 декабря запустили по российской территории более 50 дронов. Об этом сообщила российская Минобороны. 26 из них сбили в Белгородской области, 23 в Воронежской, по 3 в Курской, Брянской и Тамбовской областях, 1 над акваторией Азовского моря. В Брянской области обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Кроме того, в аэропорту Казани был объявлен план «Ковер». Авиарейсы из Стамбула, Алматы и Томска были перенаправлены в Самару. В Росавиации заявили, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов.
Ни дня без поджогов. В центре Москвы подожгли полицейскую машину. Это сделал пенсионер в форме охранника. Он дважды бросил в автомобиль коктейль Молотова. Инцидент произошел в центре столицы, у здания ОВД «Арбат». Мужчину задержали, территорию оцепили. Связанные с силовиками телеграм-каналы, как обычно, пишут, что пенсионера заставили это сделать украинские телефонные мошенники. Еще один инцидент произошел в Волгограде. Там неизвестные запустили фейерверк в отделении Сбербанка. Никто не пострадал, пожара не произошло. Всего, по примерным подсчетам, с середины декабря в России произошло минимум 40 подобных происшествий. Петербург со вчерашнего дня стоит в пробках из-за приезда Путина. Вчера он приехал в город, чтобы посетить Эрмитаж и поздравить его директора Михаила Петровского с юбилеем. Также Путин поехал на горнолыжный курорт Игора, на форум глав государств СНГ и заседание Евразийского экономического совета. К приезду Путина ограничили проезд по кольцевой автодороге и платной трассе ЗСД. На улице города собрались 10-бальные заторы, а на остановках скопились толпы, пытающихся уехать домой. На выезде из Петербурга в сторону аэропорта автобусы ждали по 40-50 минут. Жительница города рассказала «Осторожно! Новости», что вместо обычных 20 минут она ехала домой 2,5 часа. Сложная ситуация на дорогах сохраняется до сих пор из-за того, что крупные трассы перекрыты. Сегодня утром в Петербурге пробки достигают 7 баллов вместо обычных 4. Московский кардиохирург с 20-летним стажем получил 4 года колонии за донаты ФБК. Приговор Ивану Тищенко вынес Перовский суд Москвы. Мужчину признали виновным в финансировании экстремистской деятельности. Адвокат кардиохирурга назвала приговор слишком жестким для человека, который спас тысячи жизней за свою практику и совершенно точно не имел никаких намерений к причинению опасности конституционному строю России. Конец цитаты. Волонтеры в Краснодарском крае продолжают попытки справиться с экологической катастрофой после разлива топлива. Спустя 10 дней жители Кубани добились от властей вывоза песка с мазутом, который свозили к частным домам. Свозятся и ссыпаются на грунт в хуторе Воскресенском, улица Смолянка, 24. Вот машина выгружаться подъехала. 24 декабря жители хутора Воскресенский перекрыли дорогу грузовикам с загрязненным песком, которые везли с пляжей Анапы. Мешки несколько дней выгружали в считанных метрах от жилых домов. Протестующих разогнали силовики, 3 задержали. Но в ночь на 25 декабря мешки все же начали вывозить на перевалочную площадку, открытую после жалоб населения. Проблемы с вывозом есть и на самих пляжах. Накануне волонтеры нашли мешки с мазутом, закопанные прямо в песок, неподалеку от места сбора топлива. Кто их туда закопал, неизвестно. Волонтеры, очищающие берег и попавших в загрязнение животных, с 15 декабря просят власти помогать им с вывозом. Но чаще всего мешки с мазутом так и остаются на пляже. Несколько дней назад во время шторма их стало смывать обратно в море. Напомню, 15 декабря в Черном море у побережья Краснодарского края затонули 2 танкера «Волгонефть». Их до сих пор не подняли со дна, и из них продолжает вытекать топливо. Загрязнение убирают в основном волонтеры. Они нашли на берегу уже около 20 погибших дельфинов и более 200 мертвых птиц, попавших в мазутные пятна. Это были основные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы дублируем все наши выпуски, в том числе в аудиоформате. Кроме того, в описании этого выпуска вы увидите инструкцию по обходу блокировок Ютуба в России. Берегите себя. Увидимся.